Как защититься от сглаза? Лучшие способы, как защититься от сглаза, вопрос далеко не праздный. Дело в том, что источником негативной энергии может оказаться любой человек, причем даже не наделенный магическими способностями. Зачастую спусковым крючком является обычная зависть, не говоря уже об откровенной ненависти или злобе. Способов защиты от сглаза более чем достаточно. Единственное, не всегда понятно, какой из них выбрать. Но и тут ничего сложного нет. Лучше всего подойдет тот, который вам ближе, который подскажет ваша собственная интуиция. В этом случае пробить защитное поле у отрицательной энергетики не будет никаких шансов. Суть сглаза. Сглазом называют удар по человеческому биополю, который был произведен без злых намерений. От порчи его отличает непреднамеренность деяния. Примером может быть нечто плохое, что пришло на ум человеку, и последующее произнесенное им ругательство. Оно подействует как энергетический удар по собеседнику. Брошенное человеком слово будет оказывать разрушительное воздействие на биополе силой мысли и эмоциональностью. Данный удар способен сотворить только энергетически очень сильная личность. Либо человек должен находиться в процессе всплеска негативных эмоций. Это может быть во время скандала, спора, и прочь с глаз может прилететь также от завистливых и недобрых людей, которых тяготит семейное благополучие ближнего или его успехи в работе. Специалисты считают, что есть те, у кого от природы дурной глаз. Энергетика таких личностей вольно или невольно, но оказывает негативное влияние на окружающих. Очень часто эти люди знают о своей особенности и нередко сами страдают. Существует также самосглаз как одна из разновидностей сглаза. Это программа, которую человек создает сам для себя. Ее появление возможно при длительном нахождении в дурном расположении духа, мрачных мыслях или чувствах. Тогда человек сам формирует вокруг себя разрушительное поле. Причем страдает он него не только виновник, но и окружающие его близкие люди. Признаки сглаза. Ранее мы отмечали характерный признак сглаза – его непреднамеренность. Следовательно, человек, не осознавая, может сглазить как себя, так и близких ему людей, а также просто знакомых. Существует ряд признаков, свойственных негативной программе сглаза. Это внезапная апатия, вялость или сонливость, напавшие на человека. Он будет чувствовать упадок сил, отсутствие энергии. Невозможность выспаться, бессонница. Разбитость и вялость по утрам. Любые проблемы с сердцем, давление, обострение хронических заболеваний. Медлительность, отсутствие интереса к жизни, иногда полное равнодушие к окружающей действительности. Вспышки агрессивности, не подкрепленные ничем. Присутствие постоянного напряжения, тревожное состояние. Возникновение различных зависимостей, наркотической, алкогольной, игровой. Физические недомогания, скачек температуры, внезапные слезы или покалывание груди. Нежелание смотреть себе в глаза через зеркало, сложно вынести свой взгляд. Нежелание работать, учиться, что заканчивается упадком карьеры или учебы. Приведенные характерные черты сглаза человек может самостоятельно обнаружить у себя или близкого. Однако удостовериться в его наличии можно только с помощью специальных обрядов. Можно ли определить сглаз? Рассмотрим несколько способов выявления наличия сглаза. Все они использовались еще нашими предками. Первый из них – с помощью сырого яйца. Его разбивали в чистую миску, наполненную водой. После чего миску поднимали над головой проверяемого и начинали водить ею. Если у жидкости появлялись полосы либо любые примеси, то считалось, что человека поразил сглаз. Если ничего нового в воде не появлялось, то человек оказывался чист, без какого-либо воздействия сглаза. Второй – с помощью булавок. Перед выходом из дома человек накалывал булавки в одежду вниз головками. Если по приходу домой оказывалось, что потерялось несколько из них, то это считалось признаком сглаза. Третий – с помощью спички. Миску наполняли водой, поджигали спичку, и когда она полностью догорала, бросали в воду. Если спичка тонула, то считалось, что человек чист. Если же она плавала на поверхности,
то это был признак сглаза, негативного влияния другого человека. 4. С помощью церковной свечи. Свечу зажигали, после чего читали трижды «Отче наш», либо «Пресвятая Богородица» про себя. После этого смотрели на поведение пламени свечи. При возникновении потрескивания, копчения или появлении искр считалось, что на человека влияет полученный сглаз. 5. С помощью древесных углей. В миску с водой бросали 3 уголька. Если тонул только один из них или все оставались на плаву, то на человека не было воздействия порчи или сглаза. 3 утонувших уголька говорили об имеющемся сглазе, а также о необходимости срочного его снятия во избежание непредсказуемых негативных последствий. Существует также еще один признак сглаза или порчи – появление в доме большого количества пауков или тараканов. Кроме того, домашние животные, чувствительные к негативной энергии, начинают сторониться хозяина, несмотря на то, что еще вчера с удовольствием с ним возились. Способы защиты от сглаза. Для истинно верующего человека защиту от сглаза поставить легче всего. Причем неважно, к какой религии он относится – христианин, мусульманин, иудей, буддист. Человек может как самостоятельно, так и с помощью служителя культа, священник и прочее найти защиту от сглаза в собственной вере. Если соблюдать все духовные каноны, правильно молиться, то он будет защищен от негативного влияния. Если же человек не верует, то без защитных амулетов и обрядов не обойтись. Защита от сглаза с помощью амулетов. Как можно защититься от порчи и сглаза при помощи амулета? Амулет – это предмет, который должен уберечь своего владельца от негативного влияния чужой энергетики. Его следует носить с собой везде, лучше под одеждой. Он как бы окружает защитным коконом, через него негатив не пробьется к человеку. Кроме того, он может избавить владельца от порчи, а не только предотвратить ее или сглаз. Кристаллы соли. Соль прекрасно забирает всю отрицательную энергию. Специалисты рекомендуют поместить ее в плотный мешочек, после чего обязательно осветить в церкви. Затем владелец произносит над ней следующие слова: «Соль-соляник, от любого горя охранник, послушай меня, от порчи храня. От ненависти и беды огради и отведи». Мешочек должен быть всегда с человеком. О нем нельзя рассказывать. Созданный таким образом амулет может работать долгие годы, защищая от недоброжелателей. Одним из самых мощных оберегов считается четверговая соль. Ее можно сделать только один раз в год, в чистый четверг, перед Пасхой. В чистую натуральную тряпицу кладется горсть соли, помещаются все в карман, и человек идет на службу в храм. Церковная служба зарядит ее положительной энергетикой. Именно такая соль будет, пожалуй, самым мощным оберегом. Она прекрасно отгоняет от дома злых людей, если насыпать ее у порога. Стальная игла. 2 иголочки, перекрещенные между собой, помещаются над входной дверью дома. Это один из самых простых способов, как можно защититься от зависти и сглаза. Он поможет уберечь хозяев от отрицательных мыслей, с которыми пришли гости. Турецкий глаз. Часто подобный камень можно увидеть в качестве украшения или брелока. Но это один из самых сильных амулетов, который способен противостоять сглазу. Его необходимо постоянно держать при себе. Кукла-матанка. Это льняная кукла, и ее можно самостоятельно сделать дома, передав тем самым ей положительную энергетику. Впоследствии она будет защищать его от негативного влияния. Лен складывают несколько раз, после чего перетягивают ниткой по центру. Затем формируют руки и ноги, также с помощью ниток. Голова набивается травой или иным материалом. Наряд изготавливается любой. Кукла будет обладать той энергетикой, которую вложил в нее Создатель. Ее носят с собой либо вешают над входом в доме. В последнем случае она будет оберегать весь дом. Камни-обереги. Природа богата камнями. Но для оберегов годятся далеко не все. Больше все подходят аквамарин, агат, гиацинт, изумруд, тигровый глаз, берилл, опал, кошачий глаз и лунный камень. В
В приведенном списке наверняка найдется камень, который вам понравится. Но выбирать его сразу не стоит, поскольку предварительно следует проконсультироваться с профессионалом. Отражающие вещи. Еще одним амулетом может стать любое круглое украшение. Кольцо на цепочке, веревочке или нитке. Особенно подойдут кольца с камнями, бриллиантом или алмазной пылью. Серьги из серебра с зеркальными вставками или без них также уберегут своего владельца от сглаза. Можно использовать любой отражающий предмет. Подойдет карманное зеркальце или очки, особенно если в них обычные стекла, а не темные. Эти предметы способны отразить сглаз, поэтому их нужно носить при себе, например, в кармане или сумочке. Дамам подойдут серьги, шпильки, кулоны с отражающим эффектом. Предметы нивелируют воздействие, полностью или частично отразив его на собеседника. Красная нить. Красную нитку придумали каббалисты для предотвращения негативного воздействия. Она представляет собой браслет на руку из нити красной шерсти. Закрепляется на левой руке с помощью 7 узлов. Перед завязыванием каждого узла читается молитва в соответствии с верой. Это помогает дополнительно защититься от сглаза. Существуют простые браслеты, состоящие из одной нити, и сложные – из нескольких. Защита от сглаза с помощью растений. Растения лучше всего защищают от сглаза беременных женщин или маленьких детей. Над входом вешается в пучке зверобой или мята. Для того же места подойдут ветки рябины, перевязанные красной нитью. В доме можно хранить пучок чертополоха, он защитит от воздействия отрицательных эмоций. Полевую траву, предварительно высушенную, необходимо поместить под входной коврик. Она поможет защититься от сглаза, заговоров и проклятий, которые могут прийти как от гостей, так и от чужих людей. Темную энергию помогут убрать также различные запахи. Для этих целей используют шалфей, кедр, ладан, герань и любые цитрусовые запахи. Помещения очищают курением ароматных свеч и масел. Последние размещают в специальной нагреваемой чаше либо капают на горящую свечу. Защита от сглаза с помощью специальных техник. Если человек заранее знает, что его ждет встреча с неприятным собеседником либо возможным источником неприятностей, ему стоит подумать о своей защите. Самым часто используемым средством являются перекрещенные на груди руки или ноги. Именно такую позу стоит держать перед опасным собеседником. Это техника замыкания. Но стоит быть внимательным. Если собеседник сведуща в невербальных техниках, то ему станет понятна скрытность человека и его нежелание общаться с ним. Рассмотрим теперь технику, называемую кольцо. Оказываемое действие схоже с предыдущей. Она представляет собой соединение в замкнутую цепь указательного и большого пальцев обеих рук. Через эту цепь отрицательная энергия вряд ли пробьется, как и негативные мысли. Следующая техника называется зеркало. Она эффективна и весьма хорошо действует. Для ее выполнения потребуется закрыть глаза. Затем мысленно построить стенку, состоящую из зеркал, и окружить себя ею. Стекла должны быть прозрачными изнутри, но темными снаружи. Внешняя сторона стены станет отражать негатив, защищая владельца. Неподготовленному человеку этот метод может показаться сложным, поскольку требует значительной концентрации. Поэтому практиковать ее рекомендуют сперва дома и лишь потом использовать на работе. Данная техника подходит не только для защиты человека, но и чтобы отразить на злоупыхателя его же энергию. В следующий раз он задумается над тем, использовать ли ее, поскольку сам пострадает от своих же собственных мыслей. Либо будет чувствовать дискомфорт от общения с использующим технику человеком и не захочет больше контактировать. Чистка ауры. Очистить свою ауру можно руками. Для этого разотрите ладони до появления в них тепла. После чего начинайте водить ими вокруг своей головы, представляя себе, что аура очищается от любого негатива и мусора. Он повиснет на руках. А их, в свою очередь, надо просто отряхнуть. Дополнительно руки моют теплой водой и не вытирают, дожидаясь их высыхания. Техника помогает убрать не только с глаз.
Она подходит для очищения от любого мусора вокруг. Все приведенные техники хороши, выбирайте понравившуюся и действуйте. Но лучше постарайтесь оградить себя от общения с людьми, способными наслать на вас порчу или сглаз, которые могут позавидовать вам, и от тех, кому вы не испытываете приятных для себя чувств. Для того, чтобы разобраться со своими чувствами, проанализируйте их. Возможно, после общения с кем-то у вас возникают негативные эмоции или выдается неудачный день, мелкие неприятности сыплются как из рога изобилия. От таких людей и стоит себя ограждать, отменяя общение с ними или защищаясь предложенными способами.